В общественном сознании сложилось своеобразное представление о таком виде людей, как неандертальцы. Большинству из нас они представляются грубыми и недалекими. Их внешность подсознательно ассоциируется с отсутствием интеллекта и художественного вкуса. Но годы изучения неандертальцев позволили ученым заявить, что это мнение во многом ошибочно. Сегодня мы расскажем о вещах, которые изобрели именно неандертальцы, а наши предки только переняли их у своих отдаленных родственников. Подписывайтесь на наш канал, и вы сможете узнать много интересного не только о противостоянии кроманьонцев и неандертальцев. В наших роликах мы рассказываем об эволюции самых разных живых существ из всех эпох существования Земли. А при помощи лайков и комментариев зрители канала «Эпоха динозавров» могут помочь в его развитии и продвижении. Предки неандертальцев переселились из Африки в Европу около 500 тысяч лет назад. Под влиянием более сурового климата, особенно с началом ледникового периода, они превратились в тот вид людей, который мы знаем под именем Homo neanderthalensis. Это название происходит от долины Неандерталь в Германии. Здесь в середине XIX века впервые были обнаружены останки этого вида людей. Сложные условия жизни превратили их в коренастых крепышей, ростом до 165 сантиметров, с бочкообразным туловищем, сильными и при этом короткими руками и ногами, а также широкими плечами. Лица неандертальцев отличались крупными надбровными дугами и широкими плоскими носами. Последняя особенность обеспечивала согревание холодного воздуха в процессе дыхания. Неандертальцы обладали немалым интеллектом. Они освоили множество ремесел и видов деятельности. Пропитание эти первобытные обитатели Европы и Средней Азии добывали в основном с помощью охоты. Они кочевали со стадами лошадей, оленей и бизонов, не задерживаясь на одном месте более 2-3 недель. Это во многом повлияло на то, что они проиграли в конкурентной борьбе за выживание. Большая часть неандертальского меню состояла из мяса. Поэтому при неудачных охотах, особенно после вытеснения в районы с более сложными условиями жизни, многие группы неандертальцев голодали и иногда прибегали даже к каннибализму. Кроманьонцы питались более разнообразно и могли какое-то время обходиться только растительной пищей. Да и животного белка менее мускулистым людям современного типа требовалось значительно меньше. Кроме того, в охоте наши предки больше полагались на интеллект, а неандертальцы – на грубую силу. Кроманьонцы объединялись в более крупные группы для организации загонных охот на крупных копытных. А их конкуренты для добычи пропитания вступали в рукопашную схватку с животными. Нередко выходило так, что охотники получали серьезные травмы или погибали. Видимо, убыль мужского населения среди неандертальцев была намного больше, чем у соперников. При этом неандертальцы добились немалых успехов в деле лечения переломов. Их кости и так были крупнее и прочнее, чем у кроманьонцев,
Но среди найденных учеными останков нередко встречаются особи со следами заживления даже множественных переломов. Это значит, что неандертальцы еще и заботились о больных и немощных членах своих групп. Им были не чужды сострадание и семейная привязанность. Возможно, у них уже зарождались первые признаки религии в виде погребальных ритуалов или обрядов инициации. Строение гортани неандертальцев говорит о возможности наличия у них примитивной речи. Это значит, что они могли активно общаться друг с другом, как внутри семейной группы, так и при контактах с другими соплеменниками. Также на итоговом поражении неандертальцев сказалась малая продолжительность их жизни. Ученые предполагают, что в возрасте около 10 лет это были уже взрослые и самостоятельные люди, а к 20 они достигали старости. У кроманьонцев того времени этот возраст наступал примерно на 20 лет позже. Чем больше информации о неандертальцах находят ученые, тем больше понимают, что этот вид людей был не так прост, как казалось раньше. Например, до недавнего времени считалось, что они по какой-то причине самостоятельно не освоили костяные инструменты и оружие. И все костяные изделия неандертальцы подсмотрели у своих конкурентов, кроманьонцев. Но за несколько последних десятилетий было сделано несколько открытий, которые позволили взглянуть на этот вопрос по-другому. Конечно, костяных изделий, которые можно однозначно приписать неандертальцам, найдено совсем немного. К таким артефактам относится, например, копейный наконечник, обнаруженный на стоянке Абрик-Романи в Испании. Его возраст оценивается в 50 тысяч лет. Примерно к этому же времени ученые относят изделия, которые могли использоваться для ретуширования рисунков из Чигырской пещеры на Алтае. Если эти предметы могут относиться к переходному времени, близкому к официальной дате переселения в Европу наших далеких предков, то вещь, найденная в Мезмайской пещере в Краснодарском крае России в 2003 году, точно принадлежала неандертальцам. Это был костяной наконечник длиной около 90 и шириной около 6 мм. Он был извлечен из культурного слоя, относящегося к эпохе позднего палеолита. То есть его возраст составляет от 70 до 80 тысяч лет. На данный момент это самый древний костяной наконечник, изготовленный неандертальцами. Изготовлен этот наконечник из кости какого-то крупного животного, вероятно, бизона. Анализ показал, что кончик изделия был обожжен для придания ему большей прочности. Также на поверхности наконечника обнаружены следы примитивного клея, изготовленного на основе битума. Однозначно можно сказать, что этот предмет не был случайной поделкой или выполнял какую-то ритуальную роль. На нем имеются следы износа. Это значит, что наконечник был строго функциональным предметом и неоднократно применялся в охоте. Конструкция и технология изготовления данного наконечника является уникальной. Они не характерны для других видов сапиенсов. Это значит, что как минимум некоторые группы неандертальцев
смогли независимо от других видов людей научиться работать с костью на очень высоком уровне. Это неудивительно. Ведь самые ранние костяные изделия были изготовлены еще 1,5 миллиона лет назад. Их обнаружили в знаменитом Алдувайском ущелье в Африке. Тогда не существовало ни неандертальцев, ни тем более кроманьонцев. Использовали этот материал еще их далекие общие предки. Среди множества археологических находок, связанных с неандертальцами, встречается немало уникальных вещей и предметов. Некоторые из них могут свидетельствовать о том, что первыми изготавливать и использовать их начали именно они. К таким предметам относятся березовый деготь. Это вещество используется человечеством уже не 1000 лет. Но самым древним свидетельством его изготовления являются находки, сделанные на стоянках неандертальцев. Их возраст составляет 43 и 85 тысяч лет. Это значит, что изготовлены 2 небольших кусочка дегтя весом 83 и 135 миллиграмм еще до исхода кроманьонцев из Африки. По современным меркам, технология изготовления дегтя не является очень сложной, но для наших первобытных родственников это был самый настоящий прорыв. Снятую с березовых стволов бересту помещали в яму и ограничивали доступ к ней кислорода. После этого внутри ямы разводили огонь. В процессе получения дегтя следовало определенное время поддерживать горение и необходимую температуру внутри ямы. Примерно таким же образом из дерева получают древесный уголь. Полученный таким способом деготь неандертальцы, как и наши прямые предки, широко использовали в своей деятельности. Это вещество служило в качестве защитной смазки, предотвращая коррозию деревянных элементов оружия, инструментов и других изделий. Также деготь применялся в процессе обработки кожи и входил в состав различных клеящих веществ. Было ли использование дегтя повсеместным, или его изготовление освоили отдельные группы неандертальцев, на сегодняшний день сказать достаточно сложно. Наскальные рисунки. Свидетельств зарождения этого вида искусства у неандертальцев имеется совсем немного, и большинство из них довольно спорные. Но считается, что некоторые рисунки, обнаруженные на стенах пещер и гротов в Испании, были сделаны в период от 65 до 74 тысяч лет назад. В это время в Европе проживали только неандертальцы. Значит, геометрические узоры, отпечатки ладоней и изображения животных не могли быть сделаны никем другим. Ручные жернова. Довольно спорное открытие. Самые древние каменные жернова, предназначенные для помола зерновых, были найдены на неандертальской стоянке. Их возраст составляет от 39 до 43 тысяч лет. В это время по Европе активно расселялись люди современного типа – кроманьонцы. И теперь непонятно, кто был первооткрывателем данной технологии и кто подглядел ее у своих конкурентов. Одежда. Это изобретение, которым люди пользуются по сей день,
точно можно приписать именно неандертальцам. Климат в Европе конца ледникового периода был крайне суровым. Несмотря на умение добывать огонь и строить жилища из шкур, выжить в нем без дополнительной защиты от холода было бы невозможно. Тем более густым волосяным покровом по всему телу неандертальцы, в отличие от более древних видов людей, не отличались. В качестве одежды первоначально использовался минимально обработанный звериный мех. Постепенно наряды древних людей становились более удобными и функциональными. Шкуры выделывались, для пошива использовались грубые кожаные нитки или сухожилия. Более поздняя одежда украшалась различными способами. Точно определить время появления первой одежды достаточно сложно. По разным оценкам, это случилось в период от 170 до 83 тысяч лет назад. Украшения. Небольшие костяные изделия с нанесенными руками неандертальцев узорами попадаются ученым достаточно часто. Их возраст может достигать 300 тысяч лет. Но сейчас очень сложно понять, были ли эти узоры нанесены осознанно или это просто случайные рисунки. Но можно точно сказать, что уже 51 тысячу лет назад неандертальцы украшали себя различными изделиями. К этому времени относится найденное на одной из их стоянок костяное ожерелье. Оно представляет собой конструкцию из просверленных костей различных животных. Есть предположение, что неандертальцы использовали подобные изделия не просто в виде красивых побрякушек. Наличие такого ожерелья или других украшений могло свидетельствовать о статусе человека, или же они могли использоваться в каких-либо ритуалах. Духовые инструменты. Еще одна спорная и загадочная история связана с обнаруженным в славянской пещере Дивье-Бабе предметом. Этот предмет возрастом около 43 тысяч лет явно сделан человеком. Он представляет собой кусок бедренной кости пещерного медведя с аккуратно просверленными в ней отверстиями. Первооткрыватели данного артефакта сразу же объявили о нахождении самой древней флейты. Несомненно, музыкальность является одной из отличительных черт людей, начиная с самых ранних видов. Наши далекие предки могли использовать свой речевой аппарат для создания звуковых последовательностей и извлекать таким образом незатейливые мелодии. В дальнейшем, стуча по различным предметам руками или палками, можно было задать мелодии любой ритм. Но, к сожалению, извлечь хоть какие-нибудь похожие на музыку звуки из неандертальской флейты ученым пока не удалось. Так что пока официальное звание первооткрывателей духовых инструментов остается за сапиенсами. Несмотря на множество внешних и культурных отличий, генетически неандертальцы очень близки к нашим предкам. У этих видов людей регулярно случалось общее потомство. Это подтверждается анализом ДНК современных людей. Примерно на 2% наш геном схож с геномом неандертальцев. Именно они были обладателями светлой кожи, голубых глаз, рыжих или русых волос.
Только пришедшие из Африки кроманьонцы были темнокожими и черноволосыми. Так что в каждом из нас есть что-то неандертальское. И мы получили от них не только различные технологии, но и некоторые внешние черты. В завершении ролика мы, как всегда, выражаем особую благодарность зрителям, досмотревшим его до самого конца. Если вы хотите более подробно узнать о жизни неандертальцев или наших прямых предков, а также других ископаемых и ныне существующих живых организмах, советуем обратить внимание на другие выпуски канала «Эпоха динозавров».